Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Доступ бойфренда разблокирован. Что здесь происходит? Комментарии излишни. Девятое место. Как он любит своего парня. Посмотрите на этот бесконечно влюбленный взгляд. Вот так должны смотреть на вас ваши будущие вторые половинки, и никак иначе. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Telegram, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Интересно, а все бро всегда сидят в одном телефоне? Седьмое место. Чонгук так влюблен. Шестое место. Поведение пары. Эта улыбочка Тэхёна тут такая миленькая, при взгляде на Чонгука и карточку с ним же. Это только для них и никаких камер. Пятое место. Ревность. Чонгук нервничает, когда к Тэхёну прикасается кто-нибудь другой. Четвертое место. Забота. Вы не понимаете, я все еще в этом моменте. Как Чонгук засмущался и остановился на полпути, а Тэхён протянул ему руки, взял за руку и повел за собой, таким образом показывая свою поддержку.
Третье место. Новости. Фотограф в своем блоге упоминает Тэхёна. В конце апреля 10 солдат пришли в магазин Photoism. Я был фотографом, и среди них оказался Тэхён. Другие ребята меняли позы, но Тэхён просто сидел неподвижно и излучал необыкновенную энергию. После фотосессии он попросил, чтобы я не разглашал об этом. Но новость быстро распространилась. Блогер рассказал про нас, поэтому теперь магазин стал местом паломничества Тэхёна. К нам летят из Сеула, Китая, Японии и Таиланда. Эти знаменитые холмы Пусана. По данным The Hollywood Reporter, Чангук попал в список претендентов на Грэмми в нескольких категориях. Официальные номинации будут объявлены 8 ноября. Это не подтверждает, что он был номинирован на какую-либо премию. Так что пока мы можем только надеяться, потому что у нас есть история с этой премией. Это движение «Моя Римская империя». Галерея, а какая эра волос Тэхёна ваша самая любимая? Ангельский нимб у Тэхёна добавляет плюс 1000 к ироничности. Джин начинает сотрудничество с продюсером ТВН Рю Хо Джином, который снял сериал «Каким-то образом я стал президентом». По сообщению телекомпании, Джин решил выступить в качестве гостя в новом шоу продюсера Рю Хо Джина «Зал славы». Новая работа продюсера Рю – это эстрадная программа на свежем воздухе, в которой гости шоу будут посещать различные известные места в Корее. Известно, что план однодневной поездки состоит из выполнения различных миссий путем решения викторин и ответов на вопросы о Корее. Представитель компании дал комментарий: «Мы официально сообщим вам о деталях, как только все будет решено. Пожалуйста, поймите, что мы не можем подтвердить конкретную часть для безопасного процесса съемки». Джин, как и обещал, пробует себя в различных шоу, чтобы сделать армии счастливыми. Эти милые глазки Тэхёна. Эти скини джинсы Чангука.
Как же он прекрасен! Песня «Shot Glass of Tears» из альбома Чангука Golden стала завершающим треком из 10, который преодолел отметку в 100 миллионов прослушиваний на Spotify. Альбом стал первым проектом азиатского солиста, 10 песен которого преодолели заветный рубеж на платформе. Сегодня альбом Тэхёна Лэйоува возглавил топ-110 стран мирового чарта альбомов iTunes, став третьим альбомом азиатского солиста, который достиг такого результата. Все правильно, пришел, взял, забрал свою драгоценность и ушел. Если вы сложите определенным образом держатель для кофейных чашек Compose, получите автограф Тэхёна. Наш малыш раздает автографы с 15 лет. Поистине золотой мужчина. Нам срочно всем нужны такие же стальные нервы, как эти пуговицы на рубашке Чангука. — 23 октября 11-е уголовное отделение окружного суда Инчона провело второе судебное слушание над гражданкой Пак, владелицей YouTube-канала Талдеа Кэмп. Ей было предъявлено обвинение в клевете и оскорблении в соответствии с законом о содействии использованию информационных и коммуникационных сетей и защите информации. Гражданка Пак – владелица YouTube-канала, который снимает видеоролики, основанные на клеветнических и ложных слухах об айдолах. В период по июнь 2021 года ее обвинили в клевете на 7 известных личностей. Было размещено 23 порочащих их видеороликов. Обвинительная сторона просила 4 года тюремного заключения и штраф в $150 тысяч. Результат будет известен после вынесения приговора 18 декабря. Обвинение запросило 4 года тюремного заключения для Гэ Пак, члена лагеря Cyber Destroy Талдеа Кэмп. На состоявшемся в тот день судебном процессе Гэ Пак признала все обвинения. Она даже представила рукописное письмо для размышлений, в котором говорилось «Я глубоко размышляю». Обвиняемая в настоящее время занимается волонтерской деятельностью и получает психологическое лечение. Пак зачитала заявление. «Я сожалею и глубоко размышляю о том, что причинила огромную боль жертвам», — сказала она, склонив голову и сказав: «Я объективно оглянулась на себя и сожалею о том, что причинила большой вред». Она также сказала: «У меня были постоянные пессимистические мысли из-за чувства вины. Я хотела оказать положительное влияние на общество даже в такой стране и стать необходимым человеком. Благодаря волонтерской работе я приобрела хорошую энергию, находясь с людьми, а не в интернет». Наконец, она сказала: «Я думаю, что у меня было меньше возможностей принимать более правильные решения, потому что я оказался в ловушке своего собственного мира, включая интернет», и добавила: «С этого момента я буду жить с чувством ответственности».
Мне искренне жаль об этом происшествии. Напомню, Тэхён и Чангук тоже подали в суд на эту даму за клевету, но этот судебный процесс был от других артистов. Она оскорбила жертв в общей сложности 5 раз. Она активно размещала видео с ложными фактами и оскорбляла их. Это мешало управлению агентством жертв и добавили: пожалуйста, также примите во внимание тот факт, что она использовала систему платного членства и что содержание видео было посвящено внешности, личности и романтическим отношениям жертв, и что она продолжала совершать преступления. Предъявила обвинение. Так сильно любит клубнику, что скоро сам станет клубничкой. Представлен собственный бренд Чангука. Мы знаем, что участники являются королями продаж, а младшенький, в частности, обладает волшебной способностью отправлять в sold-out что угодно. Иногда он сам страдает от этого. Вспомните, как Чангук остался без камбучи с понравившимся вкусом, потому что ARMY скупили ее всю. К чему я это все? К тому, что компания решила по максимуму монетизировать эту способность, представив бренд Чангука. Под брендом зарегистрировано 8 категорий товаров: ювелирные украшения, музыкальные альбомы на CD-дисках, косметика, кожаные изделия, одежда, графические плакаты, игрушечные куклы, цифровые товары, записи концертов, клипы и так далее. На канале группы вышла видеопрезентация товарного знака бренда Чангука. Во время промо-альбома Golden мы его уже видели. Также на трансляции Чангука мы видели сережку в виде этого символа. Он много раз повернулся нужной стороной в камеру, сделав все, чтобы все обратили на украшение внимание. Когда смотришь на такие моменты, то понимаешь, что существует настоящая любовь. Лучше его не злить. Невозможно сильно скучаю по этим эфирам Чангука. Slow Dancing, превысив 435 миллионов прослушиваний на Spotify, крупнейшей в мире музыкальной платформе. Slow Dancing – это песня в стиле R&B, основанная на соул-звучании 1970-х годов, уникальная попытка, редко встречающаяся в кей-поп. Начиная с романтического, но расслабленного вокала Тэхёна и заканчивая импровизированной игрой на флейте во второй половине.
Slow Dancing, как заглавная песня, заставляет вас чувствовать себя расслабленным, свободным и умиротворенным, ни за чем не гоняясь. Slow Dancing Taehyuna дебютирует под номером 51 в Billboard Hot 100. Британский журнал Time Out поставил Лэйоува на 19 место в 30 лучших альбомах 2023 года. И особенно Slow Dancing, как песню, которая красиво течет и соответствует хореографии песни, душевную песню, и рекомендовал это. Billboard выбрал Лэйоува вторым лучшим альбомом K-pop 2023 года и особо оценил соло на флейте в конце Slow Dancing как необычное, но красивое, демонстрирующее приверженность Taehyuna своему музыкальному видению. Музыкальный критик Ким Йинде похвалил песню, заявив, что это новый тип песни в стиле R&B с современным звучанием и хип-хоп битом, и что это самая уникальная и свежая песня среди песен, которые он слышал в последнее время, включая Америку и Корею. Альбом Лэйоува, в который входит Slow Dancing, получил большую любовь не только в Корее, но и на международном музыкальном рынке. А благодаря недавнему выпуску пластинки, альбом несколько раз был распродан в Великобритании и Америке, еще раз доказав свою огромную мировую популярность. Сонный крольчонок. Чангук дуется, когда не обращаешь на него внимания. Роскошная жизнь Хосока, элитные апартаменты, внушительное состояние, шикарные автомобили и многое другое. Как участнику всемирно известной кей-поп группы BTS, успех Хосока позволил ему вести роскошный образ жизни. Его впечатляющая коллекция часов и шикарные пентхаусы в Сеуле свидетельствуют о его изысканном вкусе. Недавно Хосок официально завершил службу в армии, ознаменовав свое триумфальное возвращение на поп-сцену. Отмеченный наградами рэпер и сольный исполнитель накопил огромное состояние благодаря своим многообразным талантам, предпринимательской деятельности и удачным инвестициям. Как один из главных авторов песен и продюсеров BTS, Idol внес значительный вклад в создание хитов группы, возглавлявших чарты, и альбомов, побивших рекорды. Будучи вторым самым состоятельным участником группы, впечатляющее состояние Хосок является свидетельством его выдающегося успеха. Давайте узнаем больше о его роскошном образе жизни, отражающем его удивительные достижения, подчеркивающем его утонченный стиль и любовь к роскоши. Срочно бегите завтракать так же сладко, как это делает Чангук. Это что за солнышко? Кимпап Чангук. Хосок отправил венок на похороны семьи военнослужащего.
21 октября один из пользователей сети поделился трогательной историей о том, как Хасок выразил соболезнование семье, потерявшей близкого человека. Пользователь сообщил, что его знакомый, побывавший на похоронах, поделился с ним историей о том, как Хасок, который недавно демобилизовался из армии, узнал о случившемся и выразил свою поддержку. Пользователь написал: «Хасок, ведь только что закончил службу в армии, как же он узнал о трагедии и сразу же позаботился обо всем. Он не стал звонить лично, так как это были семейные похороны, но я был тронут его преданностью как солдата. Это было очень трогательно». Пользователь добавил: «Помимо всего прочего, я молюсь, чтобы душа усопшего нашла покой». На фотографии, опубликованной вместе с историей, можно увидеть венок с лентами, на которых написано «Хасок» и «Пусть покоится с миром». Оказалось, что Хасок отправил венок в крематорий, где проходили семейные похороны. Считается, что он отправил венок, чтобы выразить свои соболезнования семье. На случайных фото он буквально сияет. До выхода на публику и после. То, каким смущенным малышом становится Чангук. Когда Чангук позволяет Тэхёну вести. Наш маленький принц. Эти случайные фото. Второе место. Это так интимно. Я всегда краснею, когда вижу это. Чангук и Тэхён говорить друг о друге в своих эфирах несколько дней подряд. Разве это не самая милая вещь на свете? Первое место. Когда эти двое встречаются взглядами, время замирает, пространство между становится плотным, все вокруг перестает быть значимым, во всем мире есть только они.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.